90-х годах их песни звучали чуть ли не из каждого окна, из радиоприемников и телевизоров. Артисты тех времен пользовались огромной популярностью, а их поклонники и поклонницы росли каждый день. Эти исполнители стали настоящими символами эпохи, запомнившимися яркими образами и запоминающимися хитами. Но что же с ними происходит сегодня? Как живут и выглядят российские артисты тех лет? Удалось ли им сохранить и приумножить свою популярность? Или их пути разошлись по разным направлениям? В этом видео я попробую рассказать, как сложилась судьба тех, кто когда-то сиял на сцене и в телевизионных эфирах, кто из них по-прежнему занимает лидирующие позиции, а кто остался автором одного-двух хитов и продолжает жить в воспоминаниях поклонников. Дабы избежать глупых комментариев, список артистов для данного видео был мною составлен из личных предпочтений, и безусловно еще можно много о ком рассказать. Кого бы вы добавили в этот список? Напишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Наверное, только преданные поклонники знают, что первые песни Андрея Губина были социально-политическими и не дошли до широкого слушателя. Тогда артист работал на телевидении и вел молодежную программу до 16 и старше. Но затем Губин полностью сосредоточился на музыкальной карьере, сделав ставку на поп-музыку. Свой первый хит под названием «Лиза». Лиза, не исчезай, Лиза. Андрей посвятил своей первой любви Елизавете Саутиной. В течение 10 лет артист удерживал статус суперзвезды российской эстрады, написав за это время массу хитов: «Мальчик-бродяга», «Ночь», «Зима холода», «Милая моя далеко», «Птица», «Танцы», «Девушки как звезды» и так далее. В 2004 году Губин написал для Жанны Фриске песню «Ла-ла». Благодаря которой экс-солистка группы «Блестящая» успешно запустила сольную карьеру, а спустя год артист покинул сцену. Завершив карьеру певца, Андрей Губин продюсировал экс-участницу группы «Стрелки» Юлию Беретту, но этот проект так и не выстрелил. В 2010-х Губин пропал с радаров, а через пару лет с затишья изредка стал появляться в ток-шоу, где объяснял свой уход со сцены. По словам Губина, у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Врачи поставили ему диагноз левосторонняя прозапалгия лица. Это болезнь нервной системы, из-за которой музыкант испытывает лицевые боли. О возвращении артиста заговорили в 2024 году, когда в рамках фестиваля «Новая волна» Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и другие звезды перепели его хиты, а сам Андрей сидел в зале. Но информация о возобновлении карьеры Губина не подтвердилась. Также можно добавить, что Андрей Губин не был женат. Осенью прошлого года он поделился, что 3 года встречается с одной хорошей девушкой. Если здоровье позволит, сразу же начну выпускать песни. И заодно. Я уверен, что я вернусь на сцену. Совместный с Алексеем Потехиным проект «Руки вверх» принес Сергею Жукову огромную известность в стране. Поначалу заработки ребят были сравнительно невысокими, но незатейливые новые композиции приносили группе все новых и новых поклонниц. Несмотря на то, что творчество было совместным, слава досталась преимущественно Жукову. Секрет своей популярности парни объясняли тем, что были максимально честными со слушателями и старались, чтобы каждый слышал в их песнях знакомую и жизненную историю, пусть порой примитивную и не слишком красивую. Правда, у популярности были и обратная сторона. Фанатки очень активно добивались внимания кумиров, вмешивались в личную жизнь Жукова, угрожали и пытались разрушить семью. В 2006 году группа распалась, но к тому времени в творческой биографии Сергея Жукова было уже несколько сольных альбомов. Певец выпускал новые треки совместно с разными исполнителями и группами, а в 2014 году даже стал сотрудничать со своим младшим братом. Помимо сольных проектов Сергей пробовал себя и в качестве продюсера, а также появлялся на телеэкранах. Определенных успехов Жуков добился и в других видах бизнеса. Сейчас артист счастлив в браке со своей второй женой, экс-солисткой группы «Сливки» Региной Бурт. У пары 3 детей. У Жукова от первого брака также есть дочь Саша. Сергей Жуков продолжает выступать. В его творческой биографии появляются новые хиты, а фото исполнителя по-прежнему украшают комнаты фанаток. 19-летнего красавца Владислава Твердохлебова заметил в одном из клубов продюсер Юрий Айзеншпис.
Продюсеру понравилось, как Влад исполнял блатные песни, и он оставил парню свою визитку. Айзеншпис решил сделать из Влада секс-символа российской эстрады и даже придумал ему псевдоним Сташевский. В 1993 году Сташевский записал первую песню «Дороги, по которым мы идем». Дороги, по которым мы идем. А в следующем году вышел его дебютный альбом «Любовь здесь больше не живет». Влад сотрудничал с Айзеншписом до 1999 года. В эпоху взлета Сташевский был женат на дочери гендиректора Олимпийского комплекса Лужники Ольге. В 1998 году она подарила ему сына. Правда, без именитого продюсера Владу не удалось удержаться на плаву, и он резко пропал из хит-парадов. В 2006 году Сташевский женился во второй раз на дочери советского музыканта Владимира Мигули, Ирине. В 2008 году у пары родился сын. В 2010-е Сташевский работал в фирме, которая занималась обработкой металлических отходов и металлолома, удалением и обработкой сточных вод и твердых отходов. Параллельно, на волне ностальгии по 90-м, вновь стал выступать. Сейчас Сташевский – желанный гость на ток-шоу, корпоративах и различных ретро-дискотеках. А в 2020 году артист принял участие в первом сезоне шоу «Суперстар. Возвращение». Зрители признали Сташевского самым ярким участником. Спустя 3 года певец поучаствовал в 4-м сезоне «Маски», а в 2024 году артист снялся в шоу «Аватар». Никита, настоящее имя Алексей Фокин, еще один герой конца 90-х, которого раскрутил продюсер Юрий Айзеншпис. Изначально песни молодого исполнителя продюсеру показал диджей Грув. Первый альбом Никиты, который вышел в 99 году, стал успешным благодаря песням «Улетели навсегда» и «Однажды». Однажды ты проснешься и поймешь. Именно эти песни и стали самыми известными в его репертуаре. Артист получил премии, овации и золотой граммофон. Выступал на песне года, но в мае 2002 года Никита разорвал контракт с продюсером. После этого его популярность постепенно угасла. Никита не ушел со сцены, просто его не показывали по ТВ и не крутят на радио. Все это время он выступает. У звезды 90-х за плечами больше 10 альбомов и сборников. Никита совместно с Димой Биланом выпустил новую версию своего хита конца 90-х «Улетели навсегда». С января 23 года певец регулярно проводит яркие концерты, а в мае появился в рамках шоу Димы Билана «Гладиатор. 25 лет для вас», где вместе с юбиляром исполнил свой хит «Улетели навсегда». Улетели навсегда. В том же месяце в СМИ появилась информация о том, что исполнитель записал композицию «С неба ты сошла». В дуэте с телеведущей Яной Кошкиной. Сама Яна подчеркнула, что во время записи изводила артиста и его команду, желая получить лучший результат. Никита также поделился новостью об этом в соцсети, разместив эффектное совместное фото. Сейчас Никита продолжает творческую деятельность. В апреле 2024 года он появился в шоу «Новая фабрика звезд», где исполнил трек «Улетели навсегда» с участницей проекта Полиной Быковской. Сам Никита считает, что есть песни, которые вне времени, и был рад возможности приложить руку к подобному музыкальному шедевру. Артист находится в прекрасной форме, на его страницах в соцсетях сплошь модные образы. Свою личную жизнь Никита никогда не комментировал. До того, как прославиться в качестве певца, Александр Фадеев был солистом в Большом театре. Он участвовал в таких спектаклях, как «Спартак», «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Князь Игорь». Псевдоним Данка певцу придумал продюсер Леонид Гудкин. Первая же песня молодого артиста «Московская ночь» стала хитом в 1999 году. В 2000 году вышел дебютный альбом под названием «Данка», куда вошел трек «Малыш». Взорвавший все хит-парады страны. Строчки «Твой малыш растет не по годам» распевала вся страна. В 2002 году Данка расстался с продюсером. После недолгого затишья ему удалось записать еще одну песню, которая стала известной. Называется она «Она». Она останется одна, и
Других хитов в репертуаре Данка больше не появилось, поэтому постепенно он пропал с экранов. Но музыкальную карьеру Данка не бросил. Кроме того, он играет в театре, мюзиклах, кино и сериалах. Во времена своей популярности Данка был женат на Татьяне Воробьевой, а в середине нулевых стал встречаться с моделью Натальей Устюменко. В 2004 году у пары родилась дочь Софья, а в 2014 Агата. У девочки тяжелая форма ДЦП. В 2017 году Данка ушел от Натальи. Последние годы Данка встречается с диджеем Марией Силуяновой. В сентябре 2024 года у пары родился сын. Основатель и лидер группы Мумий Тролль обладает мощной харизмой, запоминающимся голосом и уникальным стилем. Конечно, это не оставило равнодушными многочисленных поклонников и поклонниц. Пик популярности его коллектива пришелся на 90-е и нулевые, но музыка группы остается актуальной и сейчас. Сейчас Лагутенко фактически живет на 3 страны. В 2014 году он переехал в США и купил жилье в Лос-Анджелесе, чтобы легче взаимодействовать с агентами и продюсерами. При этом музыкант очень любит Токио и Владивосток. Эти 3 города он выбрал не случайно. Именно в них, по его мнению, зарождаются новые музыкальные тенденции. Но выступления группы Мумий Тролль остались лишь в памяти российских фанатов. В начале марта 2022 года музыкальный коллектив объявил о приостановке концертной деятельности в России. Сейчас группа гастролирует за рубежом. Зато в личной жизни у артиста все в порядке. Лагутенко женат на модели Анне Жуковой. У них есть 2 дочери. Девочка явно переняла таланты отца. Вместе с ним они иногда принимают участие в выступлениях и даже снялись в одном из его клипов. А сын от первого брака Игорь курирует группу Мумий Тролль. Эпатажных солистов группы Кармен считают первооткрывателями русского хип-хопа. Богдан Титомир и Сергей Лемах в куртках-косухах разрывали танцпол. Несмотря на успех, артисты довольно быстро решили пойти разными дорогами. Титомир записал несколько сольных альбомов, а потом эмигрировал в США, где работал диджеем. Лемах продолжил выступать в составе группы. В нулевых Богдан Титомир вернулся в Россию и открыл клуб для поклонников хип-хопа, параллельно занимаясь музыкой. Он даже стал победителем шоу «Суперстар. Возвращение». Наладить личную жизнь артисту не посчастливилось. Его первый роман завершился расставанием после того, как возлюбленная сделала аборт. Позже Богдан встречался с разными моделями, но никого из них под венец так и не повел. Первый брак Сергея Лемаха не выдержал испытания славой. После развода артиста с первой избранницей Натальей его дочери Людмила и Алиса остались жить с матерью. Певец поддерживал отношения только с младшей, считая, что Людмила родилась не от него. На фоне этого она пристрастилась к алкоголю. Не помог певец и внучке, которая из-за неблагополучной матери оказалась в детском доме. Второй раз Лемах женился на фигуристке Екатерине Канаевой. Детей у пары нет.